Поговорим о том, чего не нужно делать, когда вы практикуете интервальное голодание. Первое. Не употреблять в период голодания аминокислоты с разветвленными цепями BCAA и коллагена. Почему? Потому что так вы выйдете из кетоза, ведь и то, и другое белки. И стоит еще заметить, что это неполноценные белки. В них нет всех незаменимых аминокислот. Второе, не следует делать то, что называют 5 на 2. Это когда 5 дней в неделю вы едите, что хотите, а в оставшиеся 2 дня вы придерживаетесь низкокалорийной диеты. Скажем, 500 калорий в субботу и в воскресенье. А затем всю новую неделю едите свою обычную еду. Это не принесет пользы, потому что тело не успевает адаптироваться. Это недостаточно единообразно, чтобы привести к изменениям. К тому же, если вы употребляете 500 калорий, эти калории прерывают голодание. Так что период голодания, как таковой на этой диете, очень короткий. И это довольно болезненно, ведь кетоадаптация так и не происходит. Вы так и не входите в комфортный кетоз. У вас будут голод, различные симптомы. В общем, мне эта штука не по душе. Далее. Нельзя забывать про соль и электролиты. В соли и электролитах нет калорий. По сути, это микро- и макроэлементы. И они весьма важны. У многих людей уже имеется скрытый, бессимптомный дефицит различных питательных веществ. И в результате все это усугубляется. Меньше всего нам нужно, чтобы вам стало дурно, у вас закружилась голова или чтобы вы упали в обморок. Поэтому вашему телу, особенно сердцу, нужны электролиты, калий, натрий и так далее. Соль также предотвращает слабость, усталость, утомление, особенно в мышцах. Идем далее. Допустим, вы устроили себе длительное голодание, скажем, на 3 суток. А потом приготовили огромную порцию еды. Если вы ее съедите, у вас могут быть проблемы. Дело в том, что тело, привыкнув к голоданию, могло не подготовить достаточно ферментов. И вы просто перегрузите его всеми этими калориями и всей этой едой. Это плохая затея. Поэтому начните с маленькой порции чего-то полезного. Немного подождите и поешьте еще раз. Не нужно съедать сразу гигантскую порцию. Может, это и нормально, если вы едите раз в день, но не тогда, когда вы устраиваете себе голодание на 2, 3, 4 дня. Переходим к 5-му пункту — не следовать кето-диете. Я знаю людей, которые практикуют интервальное голодание, но когда едят, то едят все, что захотят, и зачастую очень вредную еду. Какой смысл получать невероятную пользу от интервального голодания, снижать инсулин, если потом вы опять загружаете тело всей этой отравой? Здоровое кето и интервальное голодание следует совмещать, не стоит их разделять. На этом все. Спасибо за просмотр. Если вы хотите получать оповещения о новых видео, кликайте по колокольчику рядом с кнопкой «Вы подписаны».